Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события произошли, что ждать и какое движение предполагается по ключевым активам: доллару, рублю, нефти, золоту на открытии российской площадки. Так, давайте начнем с календарика. Что сегодня предполагается, какие события. Сегодня с 12 часов ежемесячный отчет от МЭА и ряд статистики по Европе от ЕЦБ. Так, далее в 4 международные резервы Центробанка золотовалют. На прошлой неделе они начали немножко снижаться. Но это, судя по всему, было связано с валютой, с поддержанием национальной валюты. Далее в 16:30 базовый индекс потребцен по Соединенным Штатам. И в 7 часов нас ждут запасы сырой нефти. Ну и на засыпку 19:45, то есть уже вечером, выступление Лагард, председателя ЕЦБ. Тоже значимое событие. Оно вполне возможно существенно повлияет на курс евро к доллару. Так, ну такой сегодня насыщенный день, особенно во второй половине дня. Так, вот вчера вышли достаточно интересные данные. Сейчас посмотрим по России. Сальдо торгового баланса. Но на самом деле в календарике почему-то его одной звездочкой обозначают. Непонятно почему. Штука достаточно важная с моей точки зрения. Вот. Вчера вышли данные, которые за сентябрь. Данные показали значительный рост. То есть видите, аж 3 раза. С 3,7 до 10. Ну почти в 3 раза подскочили. С чем это связано? Ну, на мой взгляд, тут ситуация вполне очевидна. Во-первых, в августе-сентябре цены на нефть были 40+, и снижение импорта. Снижение спроса у населения, у бизнеса, падение импорта. Платежный баланс — это экспорт минус импорт, и поэтому мы получаем такой вот расчудесный рост, внезапный, хотя должно идти снижение. Вот. Но этот рост, он, с моей точки зрения, ничего хорошего не несет, поскольку он отображает текущую ситуацию, и только в том случае, если платежный баланс будет на протяжении хотя бы 2-3 месяцев повторяться, показывать такие же высокие значения, выше 7,5 миллиардов, то тогда можно говорить о том, что действительно ситуация с рублем, она стабилизируется, но по крайней мере не будет внезапной взрывной девальвации. Однако то, что золотовалютные резервы начинают проседать, это указывает на то, что вот этот тренд — это скорее всего разовое событие, и оно рубль в ближайшей и среднесрочной перспективе не поддержит. Что в следующем месяце мы уже увидим другие данные платежного баланса. Так, друзья, ну вот ковид продолжает усиленно мучить развитые страны. Особенно непростая ситуация в Соединенных Штатах и России. Вот, и поэтому мы с вами испытываем все это воздействие, все это давление, которое в ближайшее время обещают разрешить путем создания волшебных вакцин. Так, ну вот, как я ранее обращал внимание, Pfizer отстрелялся, и теперь очередь за Модерной. Модерна тоже сообщает, что в ближайшее время они, возможно, какой-то позитивный результат по вакцине получат. Здесь нюанс заключается в том, что скорость испытаний, она зависит от того, какой эффект позитивного воздействия у этой вакцины предполагается. То есть для подтверждения 90% эффективности требуется просто больше времени. Они изначально ориентировались на эффективность 60%, поскольку Pfizer показал эффективность на своих вакцинах, на своей вакцине 90%. Соответственно, они сейчас пытаются подстроиться под такой вид испытаний и тоже получить данные для того, чтобы подтвердить 90% эффективность. Ну вот, собственно говоря, об этом они и пишут, что предварительные испытания при 60% эффективности они уже готовы, доступны, а для 90% эффективности нужно больше времени. Так, друзья, ну вот ранее публиковал результаты протекания испытаний в телеграм-канале. Вот такой график. Так, ну у них с Pfizer еще отличается срок между введением 2 доз. То есть там вводится сначала 1 доза вакцины, потом через какое-то время, 3-4 недели, вводится повторная. Относительно температурного режима ничего они не пишут пока.
Вот. Но насчет минус 70 градусов, то, что сообщил Pfizer, мне кажется, это достаточно необычным, странным. Вот. С другой стороны, поддержание минус 70 градусов, здесь ничего такого экстраординарного нету. Сухой уголь, СО2, замороженный оксид углерода, как раз он испаряется при минус 77 градусов. К ужасу всех любителей зеленой энергетики, которые борются за обнуление углеродных выбросов. И поэтому, по-хорошему, вот эта вакцина, которую создает сейчас Pfizer, которая вошла в последнюю стадию испытаний, ее, если уже на то пошло, можно транспортировать, просто обложив сухим льдом. Вот. Но сейчас на Западе это величайшее зло, сухой лед, замороженный оксид углерода. И поэтому, видимо, будут определенные сложности и дорогостоящие издержки с транспортировкой вакцины Pfizer, если она успешно пройдет последнюю стадию испытаний и получит одобрение. Так, давайте посмотрим, что в России. Участники рынка предупредили о нехватке антибиотиков в аптеках. Но там возникла проблема, во-первых, из-за введения маркировки, во-вторых, люди сметают все лекарства, и в-третьих, когда у человека возникает ковид, коронавирус, на выходе, на окончании ковида выступает сбой, ослабление в иммунитете, и нередко возникает пневмония, иные микробные заболевания, и поэтому люди заранее, по-видимому, запасаются антибиотиком для лечения инфекций, которые возникают в результате ослабления иммунитета от коронавируса. Так, что у нас далее? Эрдоган объявил о введении турецких войск на Горный Карабах. Но вот ситуация развивается волнами, то есть то облегчение, то опять обострение. На самом деле, конечно, введение турецких войск, если такое произойдет, оно создаст дополнительную эскалацию конфликта. Потому что помимо того, что Турция это фактически по многим признакам может являться бенефициаром того, что там произошло, помимо этого текущая ситуация она может привести к тому, что будут столкновения между российскими военными и турецкими, и в конечном счете это, к сожалению, может привести либо к какому-то глобальному конфликту, либо вообще к мировой войне. Так, далее. Греф призвал готовиться к радикальным санкциям США. Но смотрите, здесь на самом деле, с моей точки зрения, это капитан очевидность, потому что приход к власти демократов Байдена, оно, в общем-то, к этому неизбежно ведет. С другой стороны, Греф прогнозировал рубль-доллар 60 рублей за доллар к Новому году, если я не ошибаюсь. Вот, и поэтому, я так понимаю, что такие заявления, они делаются под какие-то действия, которые изымут средства населения, например, девальвацию или еще что-то не очень такое позитивное. На самом деле, то, что касается санкций, вот насколько я себе вижу, как это будет происходить, не будет там никакого ни санкций против российского госдолга, не будет ни тем более отключения свифта, этого не будет. Могут ввести ограничения на продажу нефти и газа. Я думаю, возможно, какие-то хитрости здесь подготовят. И я думаю, что самое главное будет сделано Байденом и Демократической партией, это какие-то точные санкции против большого количества отдельных лиц. Потому как, я думаю, там не надо много прикладывать усилий для того, чтобы создать определенные проблемы в силу источников возникновения капиталов. Вот, я думаю, скорее всего, по такому пути в ближайшие 6-12 месяцев американцы и пойдут, и мы увидим много очень увлекательных и захватывающих историй. Вот, поэтому, я думаю, Греф здесь краски сгущает. Наверное, это делается с какой-то целью, о которой мы в ближайшее время, к сожалению, наверное, узнаем. Вот, но, тем не менее, я вот с тем, что изложено в этой статье, не согласен со многими пунктами. Так, друзья, все, наверное, помнят чудесную историю с азиатским так называемым софтбанком, который заработал 4 миллиарда долларов на росте акций высокотехнологических компаний. Но все такие истории, связанные с крупными заработками большого капитала, они всегда слишком красивы для того, чтобы оказаться на проверку правдой. И по факту выяснилось, что у указанного банка была дочерняя компания, но она, собственно говоря, сейчас есть, СБ Ностар, так называемая.
она занималась различными действиями с деривативами на индексы, на опционы акций технологических компаний. И в результате сейчас по факту действия этой компании, связанной с банком, там, во-первых, капитал у этой компании оказался значительно больше. Они заявляли, что у них капитал под управлением 500 миллионов долларов, там оказалось, по-моему, то ли 20, то ли 40 миллиардов. И в результате действия с деривативами этой компании, связанной с банком, привели по предварительным данным к ущербу 3,7 миллиарда. То есть фактически Софтбанк, который до этого волшебным образом вовремя прикупил акции высокотехнологических компаний, он, получается, практически с этого не получил прибыль, поскольку у них есть дочернее предприятие, которое не очень удачно в контру сыграло на деривативах. Вот. Так что ко всем заявлениям относительно больших заработков крупного капитала надо относиться достаточно критично. Так, друзья, ну вот вчера прошел аукцион размещения ОФЗ. Вторая часть его разместили на 300 миллиардов. Ну, достаточно хороший результат. Первая часть там, по-моему, порядка 20 миллиардов была. Спрос превышал предложение, и поэтому по-прежнему идея с размещением российского долга, она достаточно актуальна. Вот. Ну и то, что это размещение происходит, это, в общем-то, определенная поддержка для рубля. Единственное, меня вчера смутило, что-то непонятное происходило с количеством заявок на пару рубль-доллар по фьючерсу. Я не знаю, может быть, у меня, конечно, глючил Quick, но что-то там как-то график не вполне корректно рисовался. Вот, и меня это насторожило. Потом появились новости о том, что большое количество заявок выставлено на покупку валюты. Вот, возможно, это связано с этим. Но с другой стороны, практика показывает, ничего не бывает просто так. И, наверное, если выставляют много заявок, наверное, что-то ожидают. Так, по РТС, фьючерс. Но здесь что-то совсем кисло, изменений практически нету. Судя по тем изменениям, которые юрлица показывают, это боковик. Так, по Сбербанку, но здесь сами видите, то есть огромный набор лонгов, судя по всему, ждут продолжения банкета и роста акций Сбербанка. Но мне кажется, конечно, здесь что-то такое происходит прямо как шквал. То есть такое количество лонгов, оно даже, не знаю, что они тут делают, судя по количеству лонгов, то есть уже сегодня должно быть движение, наверное, на 256. Газпром здесь тоже, несмотря на все разговоры о введении санкций к строительству Северного потока, режут шорты, то есть ожидают, что Газпром продолжит свое восхождение. Рубль-доллар. Здесь ставка на то, что рубль будет укрепляться. Но опять же, обращаю внимание, если они делают такую ставку, то это не значит 100%, что рубль будет укрепляться. Вообще, то есть бывали случаи, когда против ставки юридических лиц начиналось движение прямо с утра. И мы на прошлой неделе такое наблюдали. Вот. Но здесь очень часто бывает, что возникает какой-то задерг. То есть даже если основной тренд идет против их ставки, как правило, они делают либо в начале, либо там к концу дня ближе движение, которое позволяет им с выгодой закрыть эти позиции. Но опять же обращаю внимание, что это не 100%. Они могут ошибаться, а могут хеджировать какие-то сделки, крупные игроки, которые заставляют их делать подобные позиции. Но опять же обращаю внимание, вот исходя из тех позиций, которые на форте у юридических лиц, пока не наблюдается признаков обвального падения рубля. Даже общее количество открытых позиций не указывает на то, что будет в ближайшее время обвал и движение на 100. Это не значит, что его не будет, но по крайней мере, то есть вот они не успели таким образом структуру поменять. Евро-рубль, здесь тоже ставка на укрепление рубля. А вот евро-доллар, здесь ставка на то, что евро будет доллару проседать. Но сегодня еще вечером выступает Лагард, поэтому здесь возможны варианты. По нефти ставка на продолжение роста, режут шорты, наращивают лонги. По серебру очень серьезная ставка на отскок. Видите, сколько лонгов нарастили. А вот по золоту ставка либо на боковик,
либо на продолжение снижения. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас с Виксом. Вчера вот Викс отторговался, он все-таки просел и ушел даже ниже ожиданий, ниже области 25. Вот. Если, конечно, бы он остался вот в этом текущем диапазоне 24, 21,5, это было бы очень позитивно для рынка акций и свидетельствовало бы о начале предновогоднего ралли. Так, далее индекс доллара. Ну, вчера был задерг, ложный пробой, 93,1 так и не пробили. И говорить о каком-то существенном движении и снижении евро можно будет в случае устойчивого пробития и закрепления выше 93,1. Пока такого нету, да, там по евро идет определенный негатив, вот, но тем не менее в целом пока ситуация она не вышла на тот уровень, когда евро будет очень сильно снижаться. Так, ну и переходя к евро-доллару, здесь уже достаточно большая вероятность того, что поскольку мы ушли ниже 17,90 и начали торговаться под сильным уровнем, то высока вероятность того, что вот этот падеж продолжится на 1,1640 вот сюда вот. Опять же, сегодня выступление Лагард вечером. И по факту этого выступления, даже несмотря на то, что здесь было пробитие, после этого должно быть движение вот сюда, в этот диапазон, здесь ситуация может отыграться и оно может уйти и закрепиться выше 17,90 вот сюда вот. Если такое произойдет, то тогда вероятно мы увидим новую волну роста. Вот. Но пока как бы текущая формация указывает на то, что отсюда более логично было бы движение на 16.30 вот сюда вот. Но на 4-часовике попытка разворота, но эта попытка разворота она пока ни к чему не привела. То есть вот тут отбой и разворот, который здесь оформился, он пока не привел к тому, что движение инициировано и пошел импульс наверх. Вот. Здесь картина достаточно слабая, она указывает на то, что в любой момент может пойти движение вниз. Так, далее RGBI, индекс российских ОФЗ, дневной таймфрейм. Ну, красивая здесь, конечно, картинка. То есть здесь все признаки есть того, что отсюда движение может развиться и на 157. Вот. Это произойдет, если в ближайшее время не будет пробития 153,7 вот этого диапазона. Если такового не происходит, то вот это движение, оно действительно может трансформироваться каким-то чудом наверх. Вот. Но здесь, скорее всего, просто идет искусственная скупка ОФЗ. И поэтому интерес здесь подогревается искусственно, с моей точки зрения, субъективной. Вот. Хотя здесь вот сейчас возникла разворотная формация, и при ее реализации полноценной будет пробит вот этот уровень, и мы увидим опять движение на 152,4. Вот. Поэтому здесь надо понаблюдать, будет, не будет пробит вот этот диапазончик. Если он будет пробит, то очень быстро мы сходим вот куда-то сюда и, возможно, даже пониже. Так, далее Китай. Китай сегодня немного продолжает хандрить, но с другой стороны, пока он удерживает вот эти ключевые значения выше 4900, то ничего страшного. То есть может он сколько угодно так хандрить, и ничего из этого плохого не будет. Вот если пойдет пробой и устойчивая проторговка 4900 и ниже, ну уже как бы пробой даже диапазона 4900-4850, то в этой ситуации рост, скорее всего, вот этот будет исчерпан, и Китай вернется вот в этот диапазон, а потом, возможно, и ниже. Так, друзья, далее наше все это рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Юрики делают ставку на то, что рубль будет укрепляться сегодня. Так, давайте на секундочку все-таки к нефти вернемся, посмотрим, что по нефти, потому что нефть здесь оказывает существенное влияние. Дневной таймфрейм по Бренту. Опять же, юрики делают ставку на то, что нефть будет расти и на то, что рубль будет укрепляться. Что мы здесь видим? По дневному графику здесь у нас действительно еще осталось движение на 45,5-46. Несмотря на разворотную формацию и на то, что мы никак не закрепимся выше значения 44, которое бы, возможно, привело к достаточно энергичному движению на 46, все-таки такая вероятность, она остается. Для того, чтобы эта вероятность реализовалась, надо, чтобы мы сегодня в результате
торговли в результате движения не пробили 43,2. Вот этот уровень, если он будет удержан в результате откатов, то в конечном счете придет к тому, что отсюда у нас будет инициация движения и отработана цель 45,5-46. Так, ну вот 4-часовик указывает на то, что пошел откат, но этот откат пока на текущий момент выкупили. Вот, и поэтому, если в ближайшие часы у нас пойдет движение не вниз, а будет пробито 44 и пойдет проторговка в этом диапазоне, то уже сегодня мы можем увидеть тестирование 45,3 и дальнейший рост. Единственное, какой здесь есть момент. Во-первых, по статистике обычно в четверг происходит разворот нефти. Ну и потом сегодня в 7 часов публикуют данные о запасах. Поэтому здесь возможны варианты. Рост и потом разворот и снижение. Вот мне сейчас на ум приходит такой вариант. Итак, доллар-рубль. Дневной таймфрейм. Но здесь мы находимся в боковике, судя по этому графику. Боковик от 76 до 77.35, 77.40. Вот здесь вот. Юрики делают ставку на то, что рубль будет укрепляться, то есть они ждут, получается, движение куда-то в район 76. Но 4-часовой график указывает на то, что вот это движение на рост доллара против рубля, оно пока не завершилось. То есть здесь цель движения — это задерг вот сюда, в этот диапазон. Если задерг происходит и здесь начинается закрепление, консолидация, то пойдет дальнейший рост. Если отсюда идет практически сразу выход, то мы увидим движение в рамках вот этой консолидации, которая находится под сильным уровнем. Так, ну и вот часовой график указывает на самом деле на то, что уже отсюда, не достигая сильного уровня, вполне может произойти коррекционный откат, и цель этого отката будет 76.25, 76.1. Вот сюда вот снижение в этот диапазон. В каком случае такого коррекционного движения не произойдет? Его не произойдет, если с утра мы сразу идем, пробиваем 77 и 3, 77.35 и закрепляемся, начинаем торговаться в этом диапазоне. В такой ситуации, скорее всего, не будет вот этого укрепления рубля, и мы уже отсюда увидим дальнейшее движение. Ближайшая цель будет 78,3, и в случае закрепления на ней у нас вот здесь четко обозначен диапазон. Это 79,5, 79,9. Вот сюда вот. Поэтому сейчас посмотрим, как на открытии, куда повезет, в какую сторону. Юрики делают ставку на то, что повезет вот сюда вот. Так, друзья, далее евро-рубль, tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь у нас четко обозначена цель движения, которая находится на 91,5. Это по дневному графику, то есть это, конечно, цель, которая она не факт, что сразу будет реализована. Вот, но Юрики делает ставку на то, что рубль укрепится к евро. Но 4-часовой график совершенно не указывает на то, что такое укрепление будет. Здесь более вероятно продолжение движения, и цель здесь первая, она находится на 91,5. Вот здесь вот. Соответственно, в каком случае этого движения не произойдет, если на открытии мы сразу уходим под уровень 90.75 и начинаем здесь торговаться. В принципе, с учетом всей этой конструкции, вполне на открытии может быть задерг, цель которого движения будет диапазон 90,4-90,2. Вот сюда вот. Соответственно, если на открытии мы получаем импульс движения наверх, то есть нету вниз вот этого задерга на объеме, то отсюда, скорее всего, разовьется движение на 91,5. Ну, юрики делают ставку на то, что рубль будет укрепляться. Но вот вчерашняя эта ситуация с заявками в квике, она меня, конечно, немножко насторожила. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм, чикагская котировка. Ну, вчера, конечно, золото не оправдало надежды на пробой 1882, ну да ничего. Зато как бы опять постучались вот в этот нижний уровень. Вот. Но здесь, видите, здесь ситуация, она несколько неопределенная. То есть, с одной стороны, был удар в 1950 так и не пробили, то есть до него не дошли.
Вот, поэтому, с одной стороны, вот эта картина, которая у нас вчера получилась, она указывает на то, что, наверное, быстрого роста не будет. С другой стороны, здесь просто, элементарно высадка пассажиров и движение к нижней границе консолидации. Вот, соответственно, сейчас произошел отбой, и здесь вполне логично, если не будет повторения и пробоя вот этого диапазона, то сегодня я предполагаю, что разовьется, исходя из дневного таймфрейма, это движение все-таки на 1882. Юридические лица делают ставку на то, что золото будет проседать. Так, ну и вот 4-часовой график показывает, что у нас идет рост, и по сути этот рост, у него цель движения вот сюда вот сходить к 1882. Но здесь надо четко помнить, что здесь более короткий стоп, потому что не дневной таймфрейм, и соответственно для 4-часового графика стоп это где-то 1856. Так, ну и часовик указывает на то, что все-таки золото, оно сейчас будет пытаться опять постучаться в уровень 1859,5. Но здесь на самом деле, я думаю, все-таки в большей степени напрашивается, что сегодня будет движение вот в этом диапазоне 1858-1880. Скорее всего, я думаю, вот здесь его и будут гонять. Потому что есть, с одной стороны, признаки роста, с другой стороны, такой обвал, и никак не дают ему выйти за рубеж 1882. Поэтому, скорее всего, здесь движение будет вот в этом диапазоне. Все, друзья, основные инструменты. Спасибо за внимание.